Рассвет над полями в окно, смотрит солнце. Огонь в печи, а в доме уют и покой. А в сердце свобода, и дышится вольно. Здесь счастье найдется, здесь край мой родной. Деревня моя, нет милее тебя. Родной мой дом, где за окном просторы, свежий ветер. Березы шепчут у реки. Здесь душа моя счастливее всех на свете. Друзья, всем привет! В наши края пришел ноябрь, но, знаете, такой какой-то почему-то теплый ноябрь в этом году, совсем без снега. В прошлом году у нас уже лежал снег в это время. А в этом году почему-то плюсовая температура в ноябре, периодически выглядывает солнышко, но чаще всего льет дождь. Друзья, всем доброе утро! Ноябрь месяц. А у нас такая вот погода странная. Я вышла птичек покормить, насыпала им семечек. Сейчас семечек насыплю. Смотрите, как у меня течет с крыши. У меня раньше здесь стол стоял без вот этой клеенки. Ну, помните, такой рыженький он был. Я его сейчас перекрасила в белый. Смотрите, как сильно течет. Я уже замучилась вытирать. И никак никого не могу найти, чтобы залатать крышу на крыльце. В сильный дождь она всегда течет. Вот так вот. Ну хорошо, здесь хотя бы клеенка есть. Жду, уже не дождусь, когда наконец-то выпадет снег. Ну, ноябрь месяц, ну какой это, что это за ерунда? Что это такое? В общем, пойду птиц кормить. Но в моем домике снова обновление. Как видите, у меня теперь есть свет над крыльцом. Это светоидная лента, которую мне закрепил электрик под крышей. К сожалению, не до конца он ее закрепил, но думаю, со временем я это доделаю дело. Изначально я эту светоидную ленту покупала к себе на кухню. Я думала, что она будет с приглушенным светом, но, как видите, свет от нее как от сварки. Я, когда ее включила, чуть не ослепла. И, конечно же, для кухни это не подходит, это слишком ярко для меня. Ну а для уличного освещения она подходит как нельзя кстати. Посмотрите, возле дома теперь светло, как днем. Ну а на кухню я куплю что-нибудь другое. Вообще, знаете, по вечерам я люблю такой приглушенный свет. Я не люблю яркие лампы у себя в доме. Поэтому вот что-то такое атмосферное покупаю. Например, вот в Fix Price я нашла вот такую гирляндочку с домиками. Очень мне нравится и хорошо смотрится в букетах. Когда я дождусь наконец-то снега, я сорву еловые веточки, сделаю из них красивый букет и украшу этими гирляндами этот букет. А пока я просто прицепила их на прошлогодний букет из вербы. Ну а пока вместо светоидной ленты, которую я хотела, у меня над окном в кухне висит вот такая вот гирлянда новогодняя. Пусть пока будет она. Вообще у меня на кухне есть основная лампа, вот так вот она выглядит и достаточно хорошо освещает кухню. Однако я ее редко включаю тогда, когда нужно убраться, например, на кухне вечером, но в основном я пользуюсь приглушенным светом. Кстати, точно такая же лампа висела у моей бабушки в Краснодарском крае на кухне. Я, когда заехала в этот дом, увидела эту лампу, была просто в восторге от такого совпадения. Вообще, если вы заметили, у меня новогодние гирлянды развешаны по всему дому и висят в нем круглый год. Ну, они мне очень нравятся за то, что у них такой свет приглушенный, создает такую ламповую атмосферу. Это пока временный вариант такого освещения. Я со временем сделаю как-то более красиво это все, но пока так. А еще совсем недавно я сняла все старые люстры у себя в доме и повесила вот такие вот светильнички с 3 режимами света. Теплый белый, холодный белый и желтый. Такие светильники у меня теперь висят в основной части дома, а также я повесила один в прихожую и один в ванную комнату. Мне очень нравится то, что можно делать 3 режима освещения с помощью этих светильников.
Ну и, конечно же, в моей спальне присутствует особое освещение. В прошлом году я себе в подарок на Новый год купила вот такой проекторный светильник, который проецирует виды космоса и звезд на мои стены и потолок. Очень хорошо успокаивает. Перед сном я обычно его включаю. Ну и, конечно же, как же без торшера в доме. Я его когда-то покупала в Икее, когда она еще была в России. И теперь этот торшер живет со мной в различных частях дома. Но в основном он, конечно же, стоит возле моей кровати в спальне. А еще в своем доме я уделяю особое внимание не только свету, но и чистоте. Друзья, мне на обзор прислали вот такого вот красавчика. Хочу посмотреть, как он работает. Смотрите, какая у него ручка. Вау, вау, вау. У меня никогда не было ручного пылесоса с функцией влажной уборки, в общем-то. Вот сегодня я буду его испытывать. В общем, вот здесь у него есть контейнер для воды. Вот здесь вот видите, я налила уже водичку. Вот здесь вот валик, который будет совершать влажную уборку. Вот здесь есть контейнер, я так поняла, для воды, которая грязная будет, которую потом можно будет слить с него. Знаете, это такая современная швабра-метелка для современной ведьмы в деревенском современном доме. Что-то типа этого. Давайте посмотрим, как он работает. Мне самой не терпится его испытать. Вот это вот, значит, у него станция для подзарядки. Он здесь на ней заряжается, вот так вот ставится, хоп, хоп. Станция с вилкой, с розеткой, видите, да? Вот здесь я рассыпала муку. Сейчас посмотрим, как он справится с этой мукой. Так, попробуем включить. Вообще ничего не осталось. В общем, у него есть 3 кнопки регулировки на ручке. Вот здесь кнопка включения. А также здесь есть кнопка регуляции мощности пылесоса. И здесь же находится кнопка для отжимания и сушки валика, когда пылесос стоит на подзарядке. Мощноватый пылесос-то. Мощность всасывания этого пылесоса целых 20 тысяч полиампер. И что мне очень нравится, он, несмотря на то, что имеет большие объемы, он кажется не тяжелым, потому что когда его включаешь, вот этот ролик, там колесики внизу, вот на этой щетке у него, и они сами едут по полу, то есть вообще очень удобно. А еще ручка у этого пылесоса раскладывается на все 180 градусов, благодаря чему очень удобно чистить им под мебелью. А вот здесь я ему устроила еще одно испытание. Разлила кетчуп, и давайте посмотрим, как он с ним справится. Ну, буквально на раз и два. Обалдеть, да? А вот здесь я разлила сладкий глинтвейн, который засох на полу. Мне потребовалось несколько раз провести пылесосом, и этот глинтвейн просто отмылся спокойненько. А еще у меня в спальне есть белый линолеум, который постоянно грязный, и его очень сложно отмыть. Вот здесь я испытание устроила еще на этом линолеуме. Посмотрите, какая разница. Вот здесь я не мыла, а вот здесь вот я его помыла. Он как новенький. Вот, например, смотрите, вот здесь разводы от грязи на белом линолеуме, а вот здесь в этой части уже их нету. В общем, пока я здесь домываю свой белый линолеум в спальне, я вам расскажу, что еще мне очень понравилось в этом пылесосе. Еще в него встроена специальная щетка, которая предотвращает запутывание волос на валике. А емкость заряда батареи у него на 2500 миллиампер. В общем, что самое интересное, у него вот эта вот капсула, она специально для сбора грязной воды. Ее можно снимать, вот так вот, хоп. И потом вот эту грязную воду сливать. Ну вот мы же, когда моем полы, в ведре остается грязная вода, да? Вот здесь тоже вот грязная вода. Сейчас вот из этой капсулы я солью воду. А еще что самое интересное, вот эту вот щетку, валик, вот этот, который находится в швабре в этой, или как это назвать. В общем, вот этот валик, он автоматически сушится. Вот я сейчас включу функцию сушки. В общем, этот валик не только сушится, но и отжимается тщательно, как вы видите. Смотрите, сколько грязной воды с него. Вот сейчас посушила эту щетку, она полностью сухая. Полчаса потребовалось, чтобы ее высушить, смотрите, после уборки. Так здорово. То есть она сама отжалась, прям в пылесосе, и сама посушилась. Красота. Вот, и руки даже не нужно пачкать. Представляете, до чего прогресс дошел. А еще в комплекте к этому пылесосу лежал вот такой вот чистящий раствор. Его можно добавлять в капсулу для воды, и он помогает лучше очищать полы. Ну и также здесь в комплекте щеточка для чистки самого пылесоса. В
В общем, друзья, этот швабра-пылесос действительно классный. Оставлю вам ссылку на него в описании. И также там будет промокод на скидку для моих подписчиков. А еще на прошлой неделе ко мне приезжала в гости мама с племянником, и мы топили баню. И во время топки обнаружили, что дым идет не из трубы, а из-под крыши. Вот это мы натерпелись страху, конечно. Я тут же нашла человека местного, который разбирается в дымоходах. Он его посмотрел и сказал, что у него, оказывается, треснуло сварочный шов, из-за чего дым пошел под крышу. Но, слава богу, все отремонтировали, заварили, закрыли асбестом, и теперь моя баня в полной безопасности. Васька. Вася, ты уже паришься? Решил попариться уже, да, Вася? Чё? Вась. Ой, боженьки, посмотрите, кот. Ой, я не могу. Друзья, всем доброго утречка. Посмотрите, какой у нас туман. Вау, вау. Смотрите, какой у нас туман. Хочу в сад сходить, посмотреть, как там сыро. Нет, вы посмотрите, какой туманище. Вау. Девочки бегают. Буська сидит, смотрите, в окне. Не видно ее почти. Буся на улицу не хочет выходить. Она ждет, когда разогреется погода. А погода такая очень туманная. С утра было еще сильнее. Это вот я пока в душе мылась. Посмотрите, какой туман. Вау, да? Смотрите, как туманно. И вот какая картина. Чеснок нам удобряют девочки. Да, девчуля? Смотрите, какой туман стоит. Синички уже начали прикармливаться. Потихоньку я им насыпаю семечко. А еще помимо синичек ко мне в гости стали наведываться очень интересные звери. Друзья, у меня на дворе леса. К сожалению, не могу YouTube выключить. Как я уже сказал, цель любого бизнеса, любой деятельности – благополучие человека. И молодежь начинает это понимать. Одна из причин. Эй, подружка! Кс-кс-кс-кс. Ты куда пошла? Эй, привет! Как дела? Ты что тут делаешь, а? Ты так спокойно, главное, смотрит на меня. Друзья, эту лису я уже показывала в своем телеграм-канале, и было высказано очень много страхов и опасений. Сразу вам хочу сказать, со мной все в порядке, на меня никто не набросился, не покусал, с моими кошками тоже все в порядке, все живы-здоровы, все хорошо, а лиса просто голодная, ходит по дворам, ищет что поесть. И нет, она не собирается сожрать моих кошек, да и ей не удастся это сделать, здесь вот Васек очень ловко забрался от нее на березу. И вообще я считаю, что чем больше мы чего-то боимся, тем вероятнее, что этот страх реализуется в жизни. Поэтому никогда ничего не стоит бояться, потому что страх со стороны человека провоцирует агрессию со стороны животного. Ведь страшнее зверя, чем человек, никого на свете нет. Поэтому в таких, казалось бы, экстремальных ситуациях я себя веду достаточно спокойно, потому что я понимаю, что любая паника и суета, наоборот, спровоцируют агрессию по отношению ко мне у животного. А если я останусь спокойной, то оно просто полюбопытствует и убежит, как вот эта лиса. А вообще жизнь здесь мне напоминает какую-то сказку, если честно. Я кого уже только не видела. И зайцев, и сов, и ежиков. Эй, вчера лиса, сегодня белая собачка. Ты откуда, дружок? Ой, потерялся, наверное, с цепи сорвался. Хвостом виляет. Ну, ты откуда, мой сладкий? Вот ведь.
Откуда это они все берутся-то? Не могу посмотреть, в тапках стою на крыльце. Дружок, где ты хозяев-то потерял? Ну, ой ты боженький. Красавец. Или красавица, как тебя зовут? Непонятно, ты мальчик или девочка? Наверное, девочка, надо своим сказать. Похоже, что девочка, вроде бы как она. Вот тоже песик потерялся. На цепи, видимо, держит вон ошейник на ней. Да, добродушный. Хозяева есть всяко. Ты мальчик или девочка? Как тебя зовут, дружочек? Ну, красавица, красавица. Да. Ну, мой сладкий. Ой, у меня там девочки на крыше залезли, боятся ее. Бегают от нее. В общем, друзья, бороться нужно только с драконами, которые находятся внутри нас, но никак не с животными, которые нас окружают и которых создала заботливо для нас природа. Ну а на сегодня все. Всех благодарю за внимание, за лайки, подписки, комментарии, донаты. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!